Всем привет из Китая! С вами Алена, и сегодня я расскажу вам о том, какие бывают камины и о способах их установки. И пусть вас не удивляет, что за мной сад, я нахожусь на крыше одной из фабрик по производству каминов. Китайцы очень любят на крышах домов или фабрик организовывать вот такие сады, где они выращивают все от декоративных цветов до фруктов и овощей. Сегодня я покажу выставочный шоурум каминов и этапы их производства. Камин в интерьере часто рассматривают как предмет роскоши, но это еще и отличный способ сделать дом теплым и комфортным, а также добавить немного уюта. Камин всегда привлекает к себе внимание, поэтому задуматься о покупке стоит каждому, кто хочет привнести в интерьер что-то необычное, новое или расставить некоторые акценты в оформлении интерьеров. Согласитесь, в холодную погоду закутаться в теплый плед и сесть напротив камина с кружечкой горячего чая или горячего шоколада или чего покрепче – мечта почти каждого. Перед выбором камина нужно немного разобраться в этой конструкции. Камины бывают разные, варьируются материалы, тип конструкции и технологии. Здесь, в общем, есть над чем подумать, но самое главное при выборе камина – определиться с топливом. Есть дровяные, электрические, газовые и биокамины. Дровяные камины актуальны для загородных коттеджей и дач. Такая конструкция требует больше площади для установки, чем другие виды каминов. Еще один нюанс – потребуется дополнительная система дымоотведения. Дровяные камины обустраиваются чаще всего из камня или кирпича, но иногда можно встретить конструкции из металла и чугуна. Дополнительно такой камин может быть оборудован варочной поверхностью. В этом случае камин можно использовать как и плиту. Газовые камины могут быть установлены только в случае, если в помещении есть централизованная система газоснабжения. В этой конструкции роль дымоотвода выполняет труба, которая выводится в газоход или на улицу. В качестве топлива выступает газ, а его подача в современных каминах регулируется автоматически. Такие камины очень красиво декорируются, а внутри конструкции находятся элементы, которые имитируют дрова. Таким способом можно легко добиться эффекта горения живого огня. И обратите внимание, что есть нюансы с установкой такого камина. Обязательно нужно будет получить разрешение от газовой службы, а также доверить сам монтаж в руки специалистов, чтобы установку сделали правильно. Сегодняшний тренд – это электрокамины. Их можно установить в любой городской квартире, и не нужно для монтажа специальной вентиляции, системы отвода дыма, и также вам не потребуется покупка материалов для топки. Все, что необходимо, это надежная электропроводка и электрическая розетка. Такая конструкция очень проста в эксплуатации и не требует специального ухода. Пламя регулируется с помощью дистанционного управления, поэтому включить и выключить камин сможет даже ребенок. Такой камин отлично справляется с обогревом помещения до 20 квадратных метров. На современном рынке Китая электрических каминов представлено очень много. Вы сможете подобрать модель с дополнительными возможностями, например, будь то пар, имитирующий дым, 3D-эффект горящего пламени или звуковые эффекты потрескивания дров с функцией очистки и ионизации воздуха. Данный производитель является не просто сборочным цехом, куда разные поставщики свозят детали и здесь собирается все воедино. Данная фабрика полностью изготавливает камин от внутренних частей до внешней оболочки портала, включая различные схемы, детали и платы. Декоративные элементы во внутренней части изготавливаются из смолы, потом они снизу вот здесь подсвечиваются цветом и появляется такой красивый эффект огня и горящих дров. Смола заливается в вот такую форму, она изготавливается под ваши размеры, которые вам необходимо, застывает несколько дней, потом ее вытаскивают, получается вот такая заготовка, ее красиво обрезают и получается красивый декоративный элемент. Здесь вот тоже заготовки находятся, но их еще не привели в такую симпатичную форму. Вот готовые варианты лежат, здесь все обрезано, все в красивой форме, можно уже комплектовать камин. Мы сейчас находимся на фабрике, которая изготавливает камины, различные колонны, раковины, ступени, лестницы из мрамора, кварца и гранита. К сожалению, сейчас только один вариант камина, но есть обширный каталог, в котором можно посмотреть какие-то варианты, выбрать для себя или привезти с собой фотографию. Мы отправим на фабрику, и они изготовят по вашей фотографии, по вашему дизайн-проекту. Камины изготавливают из самых различных материалов, например, из камня, мрамора, металла с отделкой древесины ценных пород и даже из стекла. Если сравнивать по популярности, то в равной степени наши клиенты отдают предпочтение электрокаминам и каминам, изготовленным под заказ. Изготовление камина, колонн или просто портала возможно под ваш дизайн с элементами ручной работы любой сложности. Есть модели угловые и прямые, а также встраиваемые конструкции, которые монтируются прямо в стену.
Но всегда стоит помнить, что камин должен быть изготовлен по всем стандартам безопасности, из качественных и надежных материалов и иметь соответствующие сертификаты. Именно такой модельный ряд вы найдете в Китае. Производители предлагают самые различные виды каминов, в том числе в дизайнерском исполнении. Такие конструкции обязательно станут центром помещения и украшением вашего интерьера. Еще одна разновидность – это биокамин. И главное преимущество – это потрясающий визуальный эффект настоящего горящего костра. Но при этом не нужна вытяжка, ведь дым и копоть полностью отсутствуют, как и любые другие неприятные запахи. Очаг биокамина оборудуется встроенным блоком из нержавеющей стали. В него заливается специальное топливо, которое изготавливается на основе этилового спирта без примесей. В процессе сгорания такое топливо образует двуокись углерода, водяной пар и выделяет тепло. Все эти продукты горения являются безопасными для здоровья людей и не загрязняют микроклимат помещения. Огонь получается яркий, красивый и ровный, без искр и копоти. Иными словами, удовольствия от такого камина вы получите много, а проблем с эксплуатацией никаких. Вот и все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк. Увидимся в Китае.